Случилось это в суровую зиму в глухой деревне то в глубине необъятной России. Простой фермер занимался разведением овец, он любил свое дело, хорошо ладил с животными, и они его слушались, и как будто по-своему любили. Было у него в хозяйстве штук 20 овец и собака Дуся, которая следила за ними, охраняла, когда они были на выгуле. Была у фермера жена, им было уже по многу лет, и они жили счастливо. Однако была у них одна проблема, одно несчастье — они никак не могли завести ребенка. Это было их болью, которую они несли через всю жизнь. Может, поэтому фермер стал заниматься животными, он так успокаивал душу и приводил мысли в порядок. Все шло своим чередом: 2 раза в год весной и осенью стрижка овец, подготовка руна для продажи, потом рождение и выхаживание ягнят, продажа покупателям. С такой отарой, хозяйством и огородом скучать было просто некогда. Когда случилась эта история, на дворе стояла зима. Она выдалась очень холодная, такая, что окна насквозь промерзали. Печку нужно было топить несколько раз в день, а собака Дуся, которая любила ночевать на улице, теперь по вечерам скреблась в дом, ложилась у печи, да так и засыпала, сладко посапывая. Утром фермер, как обычно, проснулся и позавтракал. За столом они с женой обсудили все дела на день. Пока жена принялась готовить опару на пирожки, фермер пошел покормить свою отару. Снега в эту ночь намело очень много, и к утру он, наконец, прекратился. Фермер вышел во двор и почувствовал, что то неладное, дверь в хлев была приоткрыта. Он насторожился и прибавил шаг, открыл дверь, овцы были на месте, по виду, как будто все, ведь их так много, всех сразу не сосчитаешь. Фермер выдохнул с облегчением, накидал им сена и стал смотреть, как весело овцы побежали на завтрак. И только сейчас он понял, что его не встретила его любимая овечка, а она почему-то была сильно к нему привязана и всегда выбегала и с нетерпением ждала своего хозяина. Да и отличалась она от остальных, все в его отаре были белые, а вот она родилась черная. Такого удивления, когда он ее увидел первый раз, фермер не испытывал очень давно. Фермер прошелся по стаду, поманил свою любимицу, но она так и не вышла к нему. Он обыскал все углы, но там тоже было пусто. Тогда он вспомнил, что дверь хлева была приоткрыта, когда он к нему подходил, поэтому он вышел на улицу и стал искать ее там. Он прошелся по территории и, наконец, заметил на белом снегу, что его черная овечка занесена снегом. Она лежала прямо на улице недалеко от хлева. Как она тут оказалась и зачем вышла? Фермер бегом побежал смотреть, не замерзла ли она совсем. Он подбежал к ней, присел на корточки и стал откапывать ее от снега прямо голыми руками. Овечка пошевелилась, но не вставала, и только когда он откопал ее практически всю, он наконец понял, почему она не вставала. Она прятала под собой маленькое дитя, согревала его теплом своего тела. Маленький мальчик лежал под ней, свернувшись калачиком. Фермер сразу же взял ребенка холодными руками, а от этого ребенок проснулся. Удивительно, но он был очень теплый, как будто и не провел ночь на морозе под снегом. Только когда мужчина поднял ребенка на руки, овечка встала, отряхнулась от снега и, проводя фермера с мальчиком на руках глазами, ушла в хлев и принялась за еду. Фермер, все еще не веря в то, что тут произошло, зашел домой на ватных ногах, и его жена в это время замешивала тесто, ее руки были в муке. Мужчина распахнул дверь нараспашку и с ребенком на руках зашел в дом. Жена как стояла, так и села. Фермер попытался объяснить, что же произошло. Жена остановила его поток речи жестом, и они стали осматривать ребенка. На вид мальчику было 2-3 года. У него не было ни жара, ни обморожений, он выглядел полностью здоровым.
Одет он был в маечку и шортики. Оставалась только одна загадка, как он к ним попал, и почему, если он был тут, не постучался к ним домой, или не зашел хотя бы в хлеб к животным. Они посадили ребенка на стул, мальчик еще окончательно не проснулся и потирал глаза руками. Женщина заварила ему чая со смородиной, а себе и мужу чая и немного валерьянки, нужно было успокоиться. Они не показывали ребенку, что обеспокоены, чтобы его не волновать. Ребенок аккуратно взял большую кружку и тихонько отпил из нее теплого чая, а потом расплылся в улыбке, было видно, что чай ему понравился. «Наверное, он голоден», — сказала женщина, «как жаль, что пирожки еще не готовы». На печи уже стояла первая партия ватрушек, они подрумянились и практически были готовы. Мальчик слез со стула, подошел к печке и потянулся маленькой рукой к тем самым пирожкам. Женщина спохватилась, аккуратней, там же горячо. «Скоро они будут готовы, потерпи немножко». Мальчик послушно пошел и сел обратно на стул. «Как тебя зовут?» Наконец спросил ребенка фермер. Тот посмотрел на него и молчал. Мужчина повторил свой вопрос, но в ответ опять ничего не услышал. «Хватит к нему приставать», — сказала жена. «Дай ребенку сначала прийти в себя». Мужчина послушался совета жены. Однако, раз ребенок молчит, он сам решил проверить, откуда он мог взяться. Он сказал жене, что пройдется по окрестностям, поспрашивает. «А ты его пока накорми и одень, в общем, займись им пока». Фермер снова вышел на улицу. Появление ребенка тут было очень сильно странным явлением. Они жили в далекой деревне, и семей или женщины с детьми поблизости не жило. Мужчина вышел на улицу, но куда идти, у кого спрашивать совсем не знал, поэтому он решил сначала осмотреть то место, где он нашел ребенка. Он вернулся туда и встал. В тот момент к нему подбежала его овечка. Она чувствовала себя хорошо, и даже удивительно, как она сама смогла провести ночь на морозе и не замерзнуть. Чудеса, да и только подумал про себя мужчина. На месте, где они лежали, было углубление, но все остальное было занесено снегом, следов никаких не было. Мужчина почему-то решил раскопать снег поблизости углубления, особо ни на что не надеясь. Он ворошил снег руками, как вдруг почувствовал, что то бумага, записка. Он поднял ее, отряхнул от снега маленький клочок бумаги. Он развернул его, на нем были написаны очень трогательные слова, однако понять их смысл мужчина все равно не смог, поэтому он вернулся домой. В это время мальчик уже уплетал ватрушку и весело крутил ногами, которые свесилась с большого стула. Мужчина показал записку жене, а она ее развернула на клочке бумаги, было написано «Прости меня, Ваня». Видимо, это было сделано умышленно, но как можно в лютый мороз оставить ребенка на улице, сунув ему клочок бумаги с извинениями? Мужчина был в ярости, он снова ушел на улицу. Он прошелся по ближайшим соседям, но никто ничего не видел. Тогда он уже вернулся домой. В это время жена укачивала Ваню на руках. Когда фермер это увидел, на его глазах навернулись слезы. Он увидел то, о чем мечтал практически всю свою сознательную жизнь, полноценную семью с ребенком и жену, нежно укачивающую мальчика на руках. Наконец ребенок уснул, и фермер с женой сели за стол. Им предстоял разговор. Нужно было решить, что делать с ребенком. Хотя обсуждать тут было особо нечего, они решили его оставить у себя, а там будет видно, судьба все расставит по своим местам. Итак, Ваня остался жить у них, они воспитывали его как своего ребенка, мальчик рос крепким и смышленым. Правду о его появлении они не стали ему рассказывать, он как-то сам быстро начал их называть мама с папой. Фермер с женой были счастливы.
Также Ваня подружился с черной овечкой, спасшей его. Он не помнил тот злополучный вечер, наверное, память стерла это из его детских воспоминаний. Прошло несколько лет, и наступил момент, когда овечка постарела. Вся семья переживала за любимицу, но пришло время, и ее не стало. Ваня сильно переживал утрату, и когда это случилось, он выбежал из дома и сел у забора, у дороги. Проходящая мимо бабушка заметила слезы на глазах мальчика и спросила его: «Неужели тебе рассказали, что ты приемный? Ты не грусти, главное, что они тебя любят». Мальчик начал переспрашивать старушку, что она имеет в виду. Так она поняла, что проговорилась, и поспешила уйти. Ваня забежал домой, потребовал рассказать, правду ли ему сказала та старая женщина. Тогда фермер достал из шкатулки этот клочок бумаги, показал сыну. Они вместе заплакали, и тогда мужчина рассказал, как все было на самом деле, как Ваня появился у них. Мальчик сказал, что ему нужно подумать, и ночевали они в напряженной обстановке. Наутро, когда фермер с женой проснулись, их ждал завтрак из чая и ватрушек. А Ваня сказал, что других родителей ему просто не нужно.